Прошло уже 10 лет с момента финала культовой турецкой романтической мелодрамы «Киралык Ашк», однако интерес к проекту и его героям по-прежнему не угасает. Исполнители главных ролей Барыш Ардуч и Эльчин Сангу до сих пор остаются одной из самых любимых и гармоничных экранных пар турецкого телевидения, а их персонажи Омер и Дефне для многих зрителей стали символом современной романтической истории. Спустя десятилетия после финала легендарного проекта мы предлагаем посмотреть, как изменились и чем сегодня занимаются актеры, подарившие зрителям одну из самых ярких романтических историй турецких сериалов. 43-летний Онур Бөйүктопчу запомнился зрителям благодаря яркой и харизматичной роли Корая Саргына. После завершения проекта так и не смог построить столь же успешную актерскую карьеру. Несмотря на любовь поклонников к его персонажу, в последующие годы актер все реже появлялся на экране. Сам Онур не раз признавался в интервью, что на протяжении последних 10 лет ему было сложно получать новые роли. По словам артиста, продюсеры нередко объясняли отказы тем, что он не вписывается в современные стандарты телевизионной внешности, из-за чего предложения о съемках поступали крайне редко. В результате актеру пришлось искать себя в других телевизионных форматах. В разные годы он работал ведущим развлекательных и кулинарных программ. Попытка вернуться к актерской карьере произошла лишь летом 2025 года, когда Онур получил роль в романтическом сериале «Чиф Кишилек Ода». Однако проект просуществовал недолго, из-за низких рейтингов его закрыли, и ситуация вызвала дополнительное недовольство зрителей, поскольку телеканал даже не показал финальный эпизод истории. 62-летняя Нергис Кумбасар, запомнившаяся зрителям по роли Нериман Иплекчи, после завершения сериала продолжила активно работать на телевидении. Актриса по-прежнему появлялась в проектах жанра романтической комедии, однако ни один из последующих сериалов не смог повторить масштабный успех культовой истории Дефне и Омере. Помимо актерской карьеры, Нергис Кумбасар нередко выступает и в роли телеведущей, принимая участие в различных развлекательных форматах и телепрограммах. Интересно, что в реальной жизни актриса сохранила теплую дружбу со своим экранным коллегой Онуром Бөйүктопчу. Их дружеские отношения, как и в сериале «Киралык Ашк», продолжаются и за пределами съемочной площадки, что не раз отмечали сами артисты в интервью и совместных публикациях. 37-летняя Саням Елес, исполнившая роль Нихан Топал, после участия в проекте лишь несколько раз появилась на телевидении. Актриса снялась всего в 2 сериалах, после чего решила завершить свою экранную карьеру и сосредоточиться на личной жизни и других профессиональных направлениях. В 2019 году Саням вышла замуж, а спустя 2 года в семье появилась дочь. Сегодня бывшая актриса полностью посвятила себя преподавательской деятельности. Она работает с детьми и обучает их основам актерского мастерства в театральной студии. 44-летний Керем Фортуна, сыгравший Исмаила, некоторое время после завершения проекта продолжал появляться на телевидении, однако в основном в эпизодических ролях. Со временем актер все реже принимал участие в съемках, а в 2021 году принял решение окончательно завершить актерскую карьеру. Позднее Керем сосредоточился на общественной и политической деятельности. В 2023 году он принял участие в парламентских выборах в Турции в качестве кандидата в депутаты. Однако по итогам голосования партия не смогла набрать достаточного количества голосов в своем округе, и актер не прошел в парламент. В настоящее время Керем продолжает заниматься политической деятельностью, входя в состав партийного совета. При этом артист не полностью оставил сцену. В последние годы он начал выступать в театральных постановках. Изменения произошли и в личной жизни актера. Полгода назад Керем женился на ведущей новостей, о чем сообщил своим поклонникам в социальных сетях. 41-летняя Синем Услу, запомнившаяся зрителям по роли Ясемин Каялар, продолжает активно работать в индустрии. Актриса снимается как в телевизионных проектах, так и в сериалах для цифровых платформ, оставаясь востребованной на экране. В личной жизни у Синем Услу также произошли важные изменения. В 2016 году она вышла замуж за продюсера Мустафа Услу. В марте 2019 года у супругов родились близнецы-мальчики, которым дали имена Мустафа и Кемаль. 29-летняя Мелиса Шенолсон, исполнившая роль Судя Иплекчи, продолжает активно строить актерскую карьеру. Актриса снимается как в телевизионных проектах, так и в сериалах для цифровых платформ, оставаясь одной из заметных представительниц своего поколения. В текущем сезоне Мелиса исполняла главную роль в драматическом сериале «Дженнетин Чоджуклары». Однако, по данным турецких СМИ, актриса покинула проект раньше запланированного срока. При этом Мелиса предпочитает избегать излишней публичности. Подробностей о ее частной жизни в открытых источниках немного.
36-летняя Лейла Лидия Тугутлу, исполнившая роль из Ада, на 5 лет исчезла с экрана, взяв паузу в карьере, чтобы сосредоточиться на личной жизни и семье. В 2022 году актриса сообщила, что вышла замуж за своего возлюбленного, актера Джейхуна Эргина. Пара, которая состояла в отношениях около 5 лет, сыграла скромную свадьбу в Германии. В 2023 году у пары родился сын. На протяжении нескольких лет актриса сознательно не возвращалась к съемкам, предпочитая посвящать время семье. Тем не менее, в последнее время Лейла вновь начала появляться в медиапространстве. Вместе с мужем она выпустила музыкальный альбом, объявив о начале музыкальной карьеры. Кроме того, в феврале этого года актриса вернулась на экраны, сыграв в цифровом сериале «Янке», тем самым обозначив свое возвращение к актерской деятельности после многолетнего перерыва. 19-летняя Мелисса Гиш-Дженгиз, сыгравшая Эсру Топал, начала свою актерскую карьеру еще в раннем детстве. На экране она появилась всего в 5 лет и уже тогда участвовала в ряде заметных и успешных телевизионных проектов. В последние годы Мелисса решила сделать паузу в телевизионных съемках, чтобы сосредоточиться на профессиональном образовании. Актриса обучается на актерском факультете университета Бейкент, продолжая развивать свое мастерство. При этом молодая артистка не оставляет сцену. Параллельно с учебой Мелисса активно участвует в театральных постановках, совершенствуя навыки уже на профессиональной сцене. 41-летняя Мюжде Узман, исполнившая роль Седы Беренсель, продолжает активно работать в индустрии. Актриса снимается как в кино, так и в телевизионных проектах, а в настоящее время занята работой над новым фильмом. Однако последние годы для Мюжде оказались непростыми. Актриса откровенно рассказывала о проблемах со здоровьем. Она столкнулась с сильным эмоциональным выгоранием и бессонницей. Именно по этой причине Мюжде приняла решение покинуть популярный телепроект «Кызылджик Щербеты», в котором играла одну из заметных ролей. В личной жизни актрисы также не все складывается гладко. Мюжде не раз признавалась в интервью, что ей не везет в любви, и она по-прежнему находится в поиске гармонии и стабильности. При этом артистка продолжает развиваться и в других творческих направлениях. Помимо актерской карьеры, Мюжде занимается музыкальной деятельностью. 44-летний Сечкин Özdemir, исполнивший роль Памира Мардена, в свое время считался одним из самых перспективных актеров турецкого телевидения. Однако череда не слишком удачных проектов, многие из которых были закрыты из-за низких рейтингов, заметно повлияла на развитие его карьеры. Со временем Сечкин стал реже получать главные роли и все чаще появляется на экране во второстепенных образах. После длительного перерыва актер вернулся на телевидение, приняв участие в историческом сериале. Однако и этот проект он покинул уже после первого сезона. Сегодня Сечкин пробует себя в новых форматах. Актер приступил к съемкам вертикального сериала в формате проекта, рассчитанного прежде всего на просмотры со смартфонов и цифровых платформ. В личной жизни актеру также пока не удалось обрести стабильность. Сечкин не раз признавался в интервью, что до сих пор не встретил женщину, с которой хотел бы связать свою жизнь. 41-летний Салих Бадемджи, исполнивший роль Синана Каракая, сумел построить, пожалуй, самую успешную карьеру среди актеров проекта. За последние годы артист получил множество профессиональных наград, в том числе в категориях «Лучший актер», «Мужчина года» и других престижных премиях индустрии. Сегодня Салих по праву считается одним из самых востребованных актеров Турции. Ему удается одновременно работать сразу в нескольких направлениях. Он снимается в кино, телевизионных сериалах, проектах для цифровых платформ, а также активно играет на театральной сцене. Благодаря актерскому диапазону Салих регулярно появляется в проектах самых разных жанров, от драм и исторических постановок до комедий и психологических триллеров, каждый раз примеряя на себя совершенно новые образы. В настоящее время Салих приступил к съемкам в новом сериале «Деликанлы», который в ближайшее время должен выйти на экраны. Кроме того, с участием актера готовится к релизу еще один сериал для цифровой платформы и полнометражный фильм. В личной жизни актер также обрел стабильность. Уже 11 лет Салих состоит в браке с актрисой Эмир Özgün, с которой воспитывает дочь. Интересно, что супруга нередко появляется в проектах, где он играет главные роли, а сам актер открыто поддерживает ее творческую деятельность и карьеру. 40-летняя Эльчин Сангу, исполнившая роль Дефне Топал в культовой романтической комедии «Киралык Ашк», остается одной из самых узнаваемых актрис Турции. Однако, несмотря на огромную популярность, в последние годы артистка не так часто появляется в громких проектах. За последние 3 года Эльчин и вовсе не снималась в телесериалах. Несколько проектов с ее участием были закрыты еще на раннем этапе и не дошли даже до 6-го эпизода. Долгое время Эльчин также не работала и на цифровых платформах. Тем не менее, в этом году поклонников ждет долгожданное возвращение актрисы на экраны.
Готовится к выходу новый сериал в жанре психологической драмы для платформы Netflix. Партнером Ильчин по проекту стал Озан Долунай. Актеры уже работали вместе ранее. Кроме того, в этом году состоялась премьера полнометражного фильма с участием актрисы, где ее партнером выступил Чагатай Улусой. Картина получила высокие оценки критиков и положительные отзывы зрителей. Ильчин уже 15 лет состоит в отношениях с предпринимателем Юнусом Өздекеном. 3 года назад актриса доверила ему управление своей карьерой, назначив возлюбленного своим менеджером. Теперь именно он отвечает за профессиональные решения и проекты артистки. При этом пара не планирует официально оформлять отношения, и Ильчин и Юнус не раз отмечали, что выступают против института официального брака. 38-летний Барыш Артуч, исполнивший роль Умера Ипликчи в Киралык Ашк, после завершения проекта долгое время стремился уйти от образа своего знаменитого персонажа. Актер сознательно выбирал разноплановые роли, стараясь доказать свой драматический диапазон. Однако ряд проектов с его участием завершался раньше времени из-за низких рейтингов. Позднее Барыш вновь обратился к жанру мелодрамы и снялся сразу в нескольких проектах вместе с актрисой Ханде Эрчель. Их экранный дуэт вызвал большой интерес у международной аудитории и активно обсуждался за пределами Турции. Однако внутри страны зрители приняли это партнерство более сдержанно. Совместный телевизионный сериал актеров был закрыт уже на 7-м эпизоде из-за низких рейтингов, несмотря на то, что контракт предусматривал съемки как минимум 13 серий, и актерам уже были выплачены соответствующие гонорары. Тем не менее, это не помешало Барышу сохранить статус одного из самых востребованных актеров Турции. Он остается лицом известных международных брендов и регулярно появляется на престижных зарубежных премьерах и красных дорожках. В личной жизни актер также обрел стабильность. В разгар пандемии в 2020 году Барыш женился на актрисе Гюбсте Озай. Пара предпочла скромную церемонию без пышного торжества. Вскоре у супругов родилась дочь, и актер старается проводить с семьей все свободное время. Несмотря на популярность, Барыш ведет достаточно закрытый образ жизни, четко разделяя публичную карьеру и личное пространство. К сожалению, за прошедшие годы поклонникам сериала «Киралык Ашк» пришлось проститься и с некоторыми актерами проекта. Актеры Айберк Аттила и Ферди Мертер, также принимавшие участие в сериале, ушли из жизни. Их вклад в турецкое телевидение и театр оставил заметный след в индустрии, а роли, сыгранные ими на экране, до сих пор помнят и ценят зрители. Мы рассказали, как сложилась жизнь и карьера актеров культового сериала «Киралык Ашк» спустя 10 лет после его финала. А как вы считаете, у кого из актеров сложилась самая интересная карьера после сериала? И чья экранная история в «Киралык Ашк» запомнилась вам больше всего? Делитесь своим мнением в комментариях. Спасибо за просмотр.